Я за свою жизнь пробовала всякие диеты. На гречке, на водичке, на лимончике, на травке. Нет, не этой. Пыталась скрупулезно высчитывать граммы и калории. И, конечно же, не обошлось и без обещаний не есть до 6. С понедельника. Но все диеты имели краткосрочный эффект, замедляли метаболизм и вредили здоровью. Я уже начала приходить в отчаяние, пока не узнала про интервальное голодание. Чтобы проверить эффективность этой диеты, я решила провести эксперимент и питаться интервальным в течение 30 дней. Перед этим, конечно же, узнав о всех фишках и секретах, которые нужно применить, чтобы быстрее достичь результата. Но перед этим давайте разберемся, что же такое интервальное голодание. Интервальное голодание – это не диета, а режим питания, при котором ты чередуешь окна приема пищи и окна голода. Какой режим питания я выбрала для эксперимента? У интервального голодания есть несколько вариаций. 5,2 – это когда ты ешь 5 дней и не ешь 2 дня. 1,1 – когда ты ешь через день, а также более популярные схемы 20/4, 18/6 и 16/8. То есть ты не ешь 20, 18 или 16 часов и ешь 4, 6 или 8. Я решила начать свой эксперимент со схемы 16/8 и затем постепенно к концу месяца перейти на схему 18/6. Но перед тем, как мы перейдем к эксперименту, давайте сделаем замеры до. Перед началом эксперимента я измерила свой вес, а также обхват талии, бедер и ног. И вот что у меня получилось. Важно отметить, что на интервальном голодании более показательными являются изменения в объемах, нежели чем изменения в весе. Поэтому, чтобы избавить себя от лишних переживаний, я решила сделать следующий замер только в конце эксперимента. А теперь давайте перейдем к первой неделе. С утра, как полагается всем активно худеющим, я чувствовала, что готова свернуть горы, а вечером нестерпимо хотелось есть. Первые несколько дней я испытывала типичные для интервального голодания побочные эффекты в виде головных болей, раздражительности и нехватки сил. Меня клонило в сон уже после 7 вечера и после 7 утра. Психологи говорят, что когда в голове есть запрет не есть в определенный промежуток времени, то мир становится сероват. Так, вместо вопроса «что сегодня делаешь?», мне слышалось беляши по акции, а когда мне сказали «до скорой встречи», мне слышалось окорочка в печи. Вот такие пироги. Но давайте не будем о пирогах, а лучше перейдем ко второй неделе. На второй неделе я поняла, что мне не очень удобно держать свои окна голодания в голове, потому что ты волей-неволей начинаешь округлять значения или нарочно путаться во времени, чтобы пораньше поесть. Поэтому я скачала приложение Zero и запускала таймер после последнего приема пищи. Даже несмотря на фишку интервального голодания «ешь, что хочешь и худей», я стремилась исключить из своего рациона булочки, шоколадки и печеньки. Грустно вспоминать об этом периоде своей жизни, но не суть. Я не ограничивала себя в калориях и при желании ела орехи, фрукты и горький шоколад. Да, в 10 вечера во мне просыпалось мое альтер-эго, которое не видит преград между кроватью и холодильником, но я усмиряла его кофе. Получалось, правда, не всегда. На протяжении многих лет мы придерживаемся примерно вот такого режима питания. Завтрак, перекус, обед, перекус, ужин, перекус. Наша задача на интервальном голодании сначала исключить перекусы, что я и сделала в первые 2 недели, а затем отказаться от завтрака и оставить только обед и ужин, что я и сделала на 3-й неделе, перейдя на систему 18/6. Без инцидентов, конечно же, не обошлось. Например, в момент, когда я понимала, что мое окно вот-вот закроется, я бежала так, словно всю свою жизнь готовилась к Олимпиаде. И хочу сказать, не зря. Также, чтобы достигнуть более быстрого уменьшения в объемах, я решила совместить интервальное голодание с правильно подобранным уходом за телом. Я уже давно присматривалась к марке Riche, и увидев 50% скидки на их сайте, я не раздумывая заказала себе их антицеллюлитный комплекс для борьбы с неровностями кожи. Я регулярно делала кофейные скрабы, массаж сухой щеткой, а также использовала детокс масла и начала замечать, как состояние моей кожи постепенно улучшается. Ссылку на сайт Riche я оставлю в описании, а результатами после поделюсь в конце этого видео. На 4-й неделе, в свое 18-часовое окно голодания, я пыталась взрастить свою любовь к воде, чаю и кофе. Ключевое слово «пыталась».
Но потом я услышала об одном интересном лайфхаке, который помог мне легче переносить голод. Звучит он следующим образом. Дождитесь, когда вы будете настолько голодными, что захотите съесть слона. Также я узнала, что ускорить процесс похудения поможет полноценный 8-часовой сон. И да, я понимаю, иногда так хочется узнать, чем же закончится та последняя серия, но если вы попробуете заменить барахтание в кровати прогулкой, то вы уснете как младенец. Я за спортивный образ жизни, поэтому между лестницей и эскалатором я выберу лестницу. Но только не вверх, конечно же. Я ведь не к Олимпиаде готовлюсь. Но вообще фантомные боли прошлых диет, когда добавление ложки меда к творогу считалось преступлением, наложили свой отпечаток. Поэтому я решила этот месяц полностью отвести формированию новой пищевой привычки, не обязывая себя ходить в зал 3 раза в неделю. Сила воли имеет конечный ресурс, и я не хотела играть с огнем и испытывать себя на прочность. Вообще мы привыкли питаться без перерыва и забыли, как все задумала природа. Ведь раньше людям нужно было потрудиться, чтобы добыть еду, и ели они 1-2 раза в день. Наши предки не знали, что такое есть с утра до ночи и пить чай с печеньками. Наш организм постоянно находится в процессе переваривания пищи, из-за этого нам постоянно хочется перекусить, мы чувствуем себя усталыми и теряем интерес к жизни, фокусируясь на еде. Если же вы голодаете, то тело начинает брать энергию из собственного жира. Гормон роста, который при этом вырабатывается, сжигает жир, омолаживает тело и также улучшает функции мозга. Что касается минусов интервального голодания, то лично для себя я их не нашла. Поэтому давайте перейдем к результатам. Итак, вот мои замеры после того, как я питалась по системе интервального голодания в течение 30 дней. Я вновь измерила обхват талии, бедер, ног и вес, и получила вот такой результат. И да, мой вес практически не изменился, но самым главным маркером эффективности интервального голодания является изменение в объемах, поэтому я осталась довольна результатом. Мы с вами часто устраиваем генеральные уборки в доме, и я думаю, что наше тело тоже заслуживает такого своего рода клининг, поэтому я уверена, что эта привычка точно останется со мной надолго. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы YouTube показал его другим пользователям, то ставьте лайк. Пишите в комментариях, какой эксперимент мне стоит попробовать в следующем, а также не забывайте подписываться на мой Instagram и на мой YouTube канал. Всего хорошего и до скорой встречи!